Главный плюс этих двух блюд заключается в том, что баклажаны получаются невероятно нежными, сочными. В этом видео я покажу вам сразу два вкусных рецепта из доступных овощей на каждый день. Весь список ингредиентов оставила для вашего удобства в описании прямо под этим роликом. Подготовлю основу первого рецепта, который, признаюсь честно, стал моим фаворитом в этом сезоне. Для этого блюда идеально подходят средние по размеру баклажаны. Выбирайте плотные, с некрупными семечками внутри. Промываю их, нарезаю крупным кубиком размером не менее 2 см. Почему именно так? Во-первых, это значительно экономит время на кухне, а во-вторых, для этого конкретного рецепта мелко нарезать овощи просто не нужно, иначе они слишком размягчатся при обжаривании. Высыпаю в большую глубокую миску и солить на этом этапе не буду. Теперь берем секретный ингредиент. В отдельную пиалу вбиваю 2 куриных яйца, разбиваю их вилкой до однородности и вливаю прямо к подготовленным баклажанам. Снова все тщательно и аккуратно перемешиваю, чтобы каждый кубик полностью покрылся тонким яичным слоем. И отставляю миску в сторону примерно на 30 минут. За это время яйцо впитывается в баклажан и создаст защитную шубку. Кстати, напишите в комментариях ваше мнение о таком необычном способе подготовки баклажанов к обжариванию. Пробовали ли вы так делать раньше? Переходим к следующему этапу. И здесь тоже есть своя кулинарная хитрость. Беру подготовленный репчатый лук, нарезаю его как можно мельче и отправляю обжариваться на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Нам нужно довести его до легкого золотистого цвета. Пока лук пассируется, на среднем огне я возьму побольше свежего молодого чеснока. Сейчас самое время кушать сезонные полезные продукты, богатые витаминами. Когда лук красиво подрумянился, добавляю щепотку сахара для баланса вкуса. Нарезанный чеснок. Дальше беру хорошую горсть грецких орехов и измельчаю их ножом. Вы можете выбрать любой удобный для вас способ, например, воспользоваться скалкой. Добавляю измельченные орехи прямо в сковороду к луку с чесноком. Буквально пару минут прогреваю все вместе и снимаю посуду с плиты. Теперь возьмем жирную густую сметану, обязательно комнатной температуры. Высыпаю в луково-ореховую смесь и перемешиваю. Из свежей зелени сегодня использую петрушку и ароматный базилик. Мелко рубим зелень и отправляем ее в соус. Для того самого вкуса я добавлю 1 грибной кубик. Так как в составе готовой приправы уже содержится соль, дополнительно соус я больше не солю. Вы можете применить вкус под себя. Добавить немного свежемолотого черного перца или прованских трав. Дальше хорошенько разогреваю сковороду, у меня диаметр 28 см. Наливаю немного растительного масла и выкладываю первую партию овощей. У меня здесь примерно килограмм, поэтому я обжариваю их в 2 захода, чтобы кусочки именно жарились. Как понять, что пора снимать баклажаны с огня? Они должны красиво подрумяниться со всех сторон. Если слегка нажать на кубик лопаткой, он уже мягкий и практически готов, но при этом отлично держит свою форму и не разваливается. Соединяю баклажаны с подготовленным сметано-ореховым соусом. Перемешиваю. Огромное спасибо за ваши теплые слова и поддержку в комментариях. Мне очень приятно читать каждый отзыв. Вкус этого блюда получается невероятно насыщенный, со сливочной грибной ноткой. Вкусно как в горячем виде с картофельным пюре, так и в качестве холодной закуски на следующий день. А теперь переходим ко второму рецепту. Приготовим еще одну потрясающую, яркую и легкую закуску из баклажанов с овощами. Она отлично подойдет
и для обычного семейного обеда, и в качестве холодной закуски для праздничного стола. Это очень сытно, недорого и невероятно вкусно, особенно в разгар овощного сезона. Надеюсь, вы возьмете его себе на заметку. Начну с самого главного, а попутно буду делиться полезными лайфхаками. Беру 3 средних баклажана и снова нарезаю их крупными кубиками, чтобы они не потеряли текстуру при обжарке. Пересыпаю нарезку в большую глубокую емкость, слегка присаливаю обычной солью и оставляю постоять при комнатной температуре примерно на 20 минут. За это время из овощей уйдет лишняя влага и возможная горечь, а сам вкус баклажанов станет значительно мягче и деликатнее. Пока баклажаны пускают сок, займемся остальными овощами. Беру плотные помидоры сорта сливка. Они более мясистые, не дают нужного лишнего сока и отлично сохраняют свою форму в готовом салате. Промываю их, удаляю плодоножку и нарезаю аккуратно мелким кубиком. Если у вас под рукой другие сорта помидоров, ничего страшного, просто выбирайте самые плотные. Наши баклажаны тем временем постояли и выделили жидкость. Можно промокнуть их бумажным полотенцем. Дальше обжариваем баклажаны на сильно разогретой сковороде с добавлением растительного масла. Чтобы баклажаны не впитывали в себя много жира, как губка, обжаривайте их на хорошо раскаленной поверхности, небольшими партиями и на достаточно сильном огне. Готовые подрумяненные баклажаны перекладываем в миску и даем им полностью остыть. Для этого хватит примерно 20 минут. Пока идет процесс остывания, мелко нарезаю одну небольшую головку репчатого лука, затем пучок свежего зеленого лука для свежести и аромата, а также петрушку. При желании петрушку можно легко заменить свежей кинзой, если вы любите более яркие нотки в блюдах. Пару-тройку зубчиков чеснока пропускаю через пресс. Добавляю в миску к зелени и луку нарезанные помидоры. Дальше беру один крупный сладкий болгарский перец. Очищаю его от плодоножки и семян и нарезаю кубиком. Приятная сладость и хруст перца просто идеально сбалансируют мягкую текстуру баклажанов. Перец, лук, зелень и чеснок уже создают невероятную красивую, яркую и ароматную овощную подушку. Теперь пришло время заправить наш салат специями. Добавляю половину чайной ложки соли без горки, 1 чайную ложку молотого кориандра, четверть чайной ложки свежемолотого черного перца и щепотку сахара. Вливаем десертную ложку ароматного нерафинированного растительного масла и еще один важнейший штрих. Десертную ложку натурального яблочного или винного 6% уксуса. Все перемешиваю. Пробуем на вкус и при необходимости регулируем уровень соли или кислоты. Напишите в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь добавлять кабачки в подобные овощные салаты. Иногда я добавляю сюда тонко нарезанные и слегка обжаренные молоденькие кабачки. Получается еще более легкий и свежий вариант. Баклажаны окончательно остыли, и теперь соединяю их с подготовленной овощной смесью. Готовый салат можно накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник. Настаиваясь, все соки переплетаются, и блюдо становится еще вкуснее. Приятного аппетита и до встречи в следующих видео!